Приветствую всех подписчиков и гостей моего канала. Велолетописец на связи. 27 июня 2026 года. Мы в Быхове. В общем, друзья, решил я снять еще пару улиц в поселке Колос. Посмотрел я по карте, что улица Костенича снята не полностью, она заворачивает направо. А я поехал к первой школе, то есть ко второй, и там снимал вторую школу. И переулок Колосовский тоже не отснят. Хочу сегодня восполнить это и доснимать. Итак, друзья, попытаемся мы крутануться до Костенича навстречку. В принципе, машин не видно. И здесь, друзья, поедем, повернем направо к водонапорке. Ну и там у нас будут гаражи по левую руку, а по правую вот эти новостройки все. Ну, относительные новостройки. Итак, дворы. Водонапорка. Ну и гаражи по левую руку. Но опять же, это согласно Яндекс.Картам. Костенича здесь идет. Детские площадки. Ну, далее у нас Евроop по правую руку, то есть. В принципе, можно попробовать по дороге.
по идее, это тоже Костенича. Не заматывал я звоночек на этот раз, поэтому, возможно, он вас будет немного нервировать. В прошлый раз замотал был все скотчем. Ну и, наверное, здесь где-то Костенича закончится. Возможно, в будущем вон там прямо будут строить еще дома. Хотя вот тут проселочная дорога идет прямо. Ну а здесь направо уже дворы. Я вот про это поле говорю. Здесь еще можно строить. Ну и, друзья, наверное, включимся с переулка Колосовского. Хотя можно, наверное, и проехаться до него. Ну, вот здесь дворы. Но вон там вдалеке стройка виднеется. Краны. Здесь все перекопано. Сегодня я выложил первый ролик про Колос и поехал снимать то, что не дать снимать здесь. Что-то непонятно со светофором. А если что, перейдем там дальше. Нам на ту сторону надо. Проехали. Друзья, такой ветер, что я думаю, кепку мою может унести. Как когда я на Сопежинке снимал видео.
стройка полным ходом. Друзья, я не знаю, как со звуком. Я уже жду свой микрофон. Bluetooth микрофон, когда он приедет. Потому что кажется, что звук временами от ветра вообще плохо пишется. Ну и голос. Так, сейчас сравню с картой, куда мы зарулили вообще. Согласно карте мы все правильно проехали. И здесь будет поворот налево. Колосовский переулок. Так, здесь просто заезд. И куда-то сюда. Да, друзья, переулок Колосовский. Все правильно. Так, звонок о себе дает знать. Позванивает. Так, отлично. Ну, друзья, получается, Колос тоже отсняли, видимо, весь. Если я что-то не захватил, пишите в комментариях. Ну и сейчас, согласно Яндекс.Картам, интересная улица. Двинемся к ней. Улица Аэродромная. Судя по картам, там домов минимально, будет лес. Повернул я кепку козырьком назад, чтобы не унесло мою кепку. Так, это по идее урожайная. Уже снимали. А нас интересует аэродромная. На выезде из города она, если едем на Трестивец. Так, и я не наблюдаю ее. А ну вон там, да, дальше. Немножко рядом с Горгазом. Ну вот сюда нам, друзья. Ну и по плану мы сможем выехать к самому аэродрому. Собачки в теньке отдыхают.
Хотелось бы, конечно, увидеть где-нибудь вывеску о том, что мы едем по аэродромной. Но, к сожалению, не видно здесь. Тут у нас по левую руку какие-то предприятия, видимо, Бургас, и поле уже пошло. Дорога прекрасная, и звоночка моего не слышно. Погода тоже отличная, жара плюс 30. Ну, я утрировал, наверное, где-то около плюс 25. Завтра обещали плюс 28, что-то такое. В общем, жаркое лето. Идеально для съемок, потому что когда похолодает, особо не поедешь, не поснимаешь. Только если пешим ходом. Так, ну опять, наверное, какие-то предприятия. По правую руку здание большое, белое. А я не в курсе, что тут. Пишите в комментариях, если вам известно. Ну, какое-то здание из красного кирпича по правую руку. Видимо, старое, возможно, военное. Ничего нету, но окна поменены, и мы как будто вот немного отремонтировали. Видимо, будет использоваться под что-то. Так, друзья, крутим дальше с вами. Можно немножко разогнаться, потому что тут не особо интересно на эти предприятия смотреть, только если на природу. Но здесь, как видите, дорога будет сменяться уже на проселочную. Если кто-то узнает эти здания, тоже пишите комментарии. Сами как будто бы что-то накрапывает, как будто меленький дождик. Тут дорога с такими выбоинами. Видно, что ездит техника. Ну, друзья, куда нам? Наверное, сюда, левее. Звоночек начал напоминать о своем присутствии из-за выбоин на дороге.
Да, но я честно не уверен, идет ли здесь аэродром, но уже давайте гляну, что там на карте. Но вообще, друзья, как будто бы аэродромная здесь и заканчивается, даже чуть-чуть раньше. А если повернем налево, там будет авиационный переулок. Давайте попытаемся до него как-нибудь добраться. Мне кажется, его я точно не снимал. Мы уже близко к взлетке. Пилят лес, вроде как слышно. Либо какая-то другая техника работает. Давайте опять же здесь поедем. Там вроде что-то получше по дороге будет плиты. Ой. Так, ну, практически выехал. Отлично. Так, опять сверяюсь с картами. Ну, друзья, где-то там дальше немножко этот авиационный переулок. Проедем мы по этим плитам до него. Мы сможем заснять. Все-таки жду не дождусь нормальный микрофон. Когда камеру все же держишь так, еще более-менее слышно, но если ветер, то без шумоподавления не обойтись. Хорошо, что здесь хоть плиты лежат до сих пор, иначе было бы не проехать. Наверняка вы слышите, как пилят лес. Это правее там где-то что-то работает, техника какая-то. Ну, что-то проглядывается через лесочек. Это там предприятие какое-то тоже обгорожено, как будто бы. Хотя нет, здания. Так, где мы вообще? Так, ну, получается чуть-чуть еще дальше нам до авиационного переулка. Налево не нужно. Как-то стала погода немножко портится сейчас, подпарчивается. Видимо, тут маленькие капельки дождя, которые начинали капать, были предвестниками. Затянуло небо облаками. Может быть, дождь пойдет, но неизвестно. Ну и вот где-то здесь, получается, мы должны
повернуть на авиационный переулок. Друзья, ну нам сюда левее. И там, судя по карте, этот авиационный переулок через всю взлетку идет. То есть он не маленький. Я-то думал, чуть-чуть поснимаем и все, а тут чуть-чуть не считается. Тут какие-то заезды. Не знаю, не будем отвлекаться, наверное. Вроде бы по нему едем. Посмотрю опять на карты. Ну, вроде как будто бы да. Ладно, друзья, едем. Раз написано авиационный переулок, значит 50 на 50, что это действительно он. Ну, где-то уже есть дома, которые прилегают к самой взлетке. Вот как бы на этом авиационном переулке, я думаю, им самое место. Плита вывернута. Как вы знаете, плитами из взлетки устелили Быхов тротуары. А сейчас вот там на Советской меняют. То есть плиты убирают, а ложат такие маленькие плиточки. Написано, что автомастерская прямо по курсу будет левее где-то. Ну, тут прям не видно каких-то зданий. Если это авиационный переулок, то оно все как-то должно быть, наверное, левее, вон там находиться. Так, ну вот впереди что-то есть. Добрались до цивилизации. Газонокосилкой косят траву. Ну и вот дома пошли трехэтажные. Огороды даже. Ну и начинает дождь накрапывать. То есть то, о чем я вам говорил. Знаете, друзья, только дождя нам и не хватало. Не очень это хорошо. Я не рассчитывал в дождь снимать. С камерой, конечно, ничего не будет. С рюкзаком ничего не будет. У меня альбом с фотками на задней корзине на велике. В принципе, с альбомом тоже ничего не должно быть. Фотки там под пленкой.
Ай, так, ладно. Будем надеяться, что дождь будет не сильный и быстро закончится. Так, по правую руку милиция, тут у нас ГАИ. Видите, все тут колючей проволокой обгорожено. Но авиационный переулок как будто бы вообще идет далеко-далеко через всю звездку. Шиномонтаж. Так, тут какие-то предприятия, какие-то старые постройки. Так, ну вот, прям издалека здание. Впереди вижу собак. Тоже какие-то от предприятий здания, гаражи стоят. Две собачки. Так, ну что, продолжаем по авиационному переулку. По идее должны будем выехать куда-то на большую дорогу, на шоссе. Вообще камера не боится погружения. Там сколько-то метров в воду. На дождь ей как бы и подавно не страшен. Вот. Ну и, друзья, судя по всему, где-то здесь этот переулок, видимо, будет заканчиваться. Сейчас сравню с картами. Ладно, друзья, давайте до железнодорожной улицы проедем. Здесь чтобы точно быть уверенным, потому что там вон впереди слева еще какое-то здание. Хотя до железнодорожной, возможно, придется пилить и пилить еще. Так-то непонятно. Дождь как-то что-то и не хочет прекращаться. И, возможно, я попал с этим дождем, потому что выехал прям за город. А возвращаться опять же по дождю не очень приятно.
Меня многие, ну не многие, так парочка диванных экспертов критиковала, что я неправильно называю здание на обзвертке. Там пункт управления полетами называется иначе. Как командно-диспетчерский пункт он значится. Да, в общем-то называется командно-диспетчерский пункт или пункт управления полетами и посадки самолетов. Писал Владимир Жуков в Одноклассниках. Комментарий стоял с 1979 по 1989 был там начальником. Спасибо Владимиру Жукову за пояснение, как правильно называть здание. Ну, друзья, пытаюсь я, конечно, что-то находить в интернете по тем темам. Ну вот пункт управления полетами мне опять же в интернете нашелся. То есть кто-то уже назвал неправильно его. И я как бы повторил. То есть за той статьей, где они писали про это здание. Вот. То есть то, что находится сразу, оно получается неверное. То есть и дезинформация выходит. Ну а как на это реагировать? То есть, ну, берешь ты информацию в интернете, что ее пытаться проверять где-то, времени не хватит. Вот поэтому тоже опираюсь на чьи-то наработки, когда снимаю видео. Поэтому не надо судить строго, как выходит, так выходит. А вообще у меня основная цель это просто съемка и показать, как что находится именно сейчас. То есть я там супер расследования не провожу, там какие-то глубокие исторические. Так поверхностно. Ну и цель, я говорю, показать, как что сохранилось на данный момент. Если касается зданий, касается улиц, домов чьих-то, памятников, ну вот такое. Ну что, друзья, выезжаем мы как будто бы уже на трассу. В принципе, ролик будем заканчивать. Покручу я домой, пока дождь не начался снова. Спасибо всем, что досмотрели. Всем крепкого здоровья, удачи и, друзья, до новых встреч. Друзья, постскриптум, через вокзал едем. Я помню, что много было отзывов, всем понравился вокзал, и воспоминания о нем нахлынули на людей. Ну вот, проезжая, можем его захватить еще чуть-чуть, общий вид. Вот такой постскриптум. Теперь, наверное, точно все.